Неплохие смарт-часы с привлекательным дизайном, качественными материалами и топовой автономностью. Помимо этого, часы в автоматическом режиме измеряют пульс. Также на борту есть измерение СПО2, кислорода и мониторинг сна. Retina HD дисплей с насыщенными цветами, во всяком случае так заявлено. Водонепроницаемость IP68, но как на самом деле дела обстоят у смарт-часов под названием Halo RT LS10, сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрый обзор и долгие стримы. И сегодня мы с вами будем обсуждать очень интересные часы. Я думаю, что многие уже видели про них обзоры, а возможно и нет. Это лоукост, но это не такой мрачный лоукост, как у меня были недавно на обзоре Mobvai часы. Я их покупал за 2400, и я скажу, что я никому их не могу посоветовать, только для подарка. 12 режимов спортивных здесь есть, отслеживание сна, 12-дневная батарея, то есть в идеале на 12 суток вам должно ее хватить. IP68, это значит можно плавать, пульс отслеживают и отслеживают кислород. Все стандартно, не самый, кстати, дешманский ремешок, и ощущение, что меня не обманули. Ремешок, правда, норм, тянется, быстросъемный, разумеется. Сейчас снимаем, смотрим на огромнейшие рамки, что стандартно для лоукоста. Логично, что магнитная зарядка не магнитная, а просто два пина. Не висит. Не висит, это радость, ну и не страшно, потому что вы же не в висячем положении планируете их заряжать. Здесь у нас очень похоже все на керамику, не уверен. Довольно большой сенсор PPG, это сенсор пульса. И документацию сейчас мы посмотрим, есть ли русский или английский язык. Это критично иногда для многих. Для меня, допустим, нет, мне достаточно английского, для многих нет, недостаточно и жаль. Есть QR-код для программы, есть все спеки. Что у нас интересного? Разрешение стандартное 360 на 360 точек. Bluetooth не самой новой версии 5.0. Батарея на 330 мАч. Сразу спойлер, разумеется, здесь нет также даже GPS. То есть это что-то супер дешевое. Выглядит по мне неплохо. Вот выглядит и правда очень даже хорошо, я не побоюсь этого слова, потому что цвет мне нравится, металл мне нравится, сборка мне нравится. Смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смарт-часам. Полетели. К слову, это новиночка. Купить данный девайс можно только в черной расцветке. Дизайн привлекательный, мне они импонируют, но минусов достаточно. О них я вам расскажу по ходу действия. Ремешок силиконовый, тактильно не лучшего качества, вдобавок очень быстро загрязняется. Корпус самих часов металлический, с тыльной части глянцевый пластик, но я могу ошибаться, и с фронта однозначно стекло. При носке часы практически не ощущаются, спать в них можно, но не совсем удобно. Застегиваются часы на запястье с трудом из-за некачественного ремешка, лично у меня. Габариты 45 мм в диаметре и 12,2 мм в толщину вместе с датчиками. Вес 56 граммов вместе с ремешком. Далее на корпусе расположили два неглубоких контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, на борту из датчиков датчик сердечного ритма, который может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Датчик кислорода в крови, который работает только в ручном режиме, к сожалению, пока это только в дорогих часах. И есть датчик движения. Скудненько, но что есть, то есть. Также на корпусе расположили две функциональные кнопки, которые слегка люфтят и знатно выпирают. Нажимаются туго и при нажатии издают глуховатый такой щелчок. Верхняя кнопка для включения-выключения устройства, возврат и блокировка экрана. Нижняя кнопка отвечает стандартно за переход к тренировкам. Переназначить кнопки возможности нет. Летим дальше. Смарт-часы имеют дисплей TFT на 1,32 дюйма с разрешением 360 на 360 точек и изогнутые края. Закрыт дисплей Retina стеклом 2,5D, плотность пикселей 272 ppi. Картинка слегка рваная, как по мне, у иконок приложений видны неровные границы. Яркость на борту трехступенчатая. На солнце яркости не хватает, только с большим трудом можно рассмотреть что-то. Несмотря на это, цвета насыщенные, текст читабелен. Скроллинг при пролистывании меню не сказал бы, что плавный. Подсветка при поднятии запястья срабатывает с задержкой в 1 секунду, но стабильно, что хорошо. Опять же, это можно отключать или включать. Время подсветки экрана максимально 15 секунд. По свайпам с главного экрана слева направо и наоборот виджеты. Сверху вниз панель быстрого доступа, где находится заряд аккумулятора в процентах. Время, дата, поиск телефона, режим не беспокоить, регулировка яркости и настройки. Свайпом снизу вверх меню, в котором
котором есть различный мониторинг здоровья. К слову, пульс меряют не лучшим образом, как и кислород в крови. Вдобавок у неживого предмета в виде силиконового рассеивателя пульс, как и кислород в крови, измерили, что не является хорошим показателем. Сон мониторить хорошо, как глубокий, так и легкий. Далее погода, которая синхронизируется в приложении, сообщения, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключение музыки, воспроизведенной на смартфоне. Загрузить свою музыку и прослушать через часы, конечно же, возможности нет. Далее секундомер и таймер можно запустить одновременно, что круто и удобно. Помимо того, что я перечислил, есть напоминания разминки и дыхательные упражнения. Watchface'ов на самих часах 5 штук. В приложении также есть небольшое количество циферблатов, но интересных я не нашел, поэтому установил фотографию на заставку. Настроек на самих часах по минимуму. Это регулировка яркости и выбор циферблата. Летим дальше. Разговаривать через часы, разумеется, нельзя, только сбросить вызов. Никакого микрофона и динамика в них нет. Иконки приложений не отображаются, как и смайлики. Посмотреть длинное сообщение можно, ответить быстрыми заготовками, к сожалению, нельзя. А в некоторых браслетах можно, да? Вспоминаем Mi Band и вспоминаем Huawei-вский браслетик. Вибромоторчик слабенький, но не совсем плохой. С утра сможет разбудить. Bluetooth версии 5.0. Подключить какие-либо Bluetooth устройства нельзя. Со смартфоном связь держит стабильно, без причины не отваливаются. Режимов тренировок на борту маловато, всего лишь 12 штук, среди которых нет отслеживания плавания, но есть грибной режим. Во время тренировки управлять музыкой нельзя, что тоже фейл. Емкость аккумулятора 330 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 40 минут. За 30-минутную тренировку ушло 2% заряда, что было очевидно, так как встроенного GPS на борту нет, поэтому они минимально потребляют. За сутки у меня ушло 15% заряда в максимальном варианте использования, то есть я из них не вылезал. Проживут они около 5-6 дней, что, конечно, отличается от заявленной автономности, но это тоже неплохо. Далее, водонепроницаемость IP68, но купаться в них не рекомендуется, как и ходить в сауны, заниматься серфингом и подобным. Странное такое IP. А вот помыть руки или попасть под дождь ними не страшно. Я же, как всегда, окунул их в проточную воду, на минуту с ними ничего не произошло. К слову, недавно топил в Балтийском море S-22 Ultra, так что ждите обзор, будет забавно, что с ним произошло. Еще раз повторяюсь, принцип IP68 подразумевает, что вы в них можете плавать легко, но это бессмысленно ввиду, что отслеживания каких-то водных видов спорта нет. Летим дальше. Приложение для удобного использования называется Hello Fun, которое вы, наверное, знаете. Доступно оно как на Android, так и на iOS устройствах. Приложение вполне удобное. Есть 3 главные вкладки. В первой можно посмотреть результаты мониторинга вашего здоровья и перейти к настройкам смарт-часов. Вторая вкладка предназначена для тренировок. Третья вкладка — личный кабинет. Во вкладке с часами можно настроить мониторинг здоровья, настроить виджеты, установить будильник, настроить время подсветки и так далее. Обновить прошивку в приложении можно, и мне прилетело одно обновление, которое особо ничего не изменило в работе самих часов. Минусы: с одной стороны, нет перманентного мониторинга кислорода в крови, с другой стороны, показатели не особо и верны. Также нельзя подключить наушники и нагрудный датчик, нельзя закачать музыку на смарт-часы, нет возможности отвечать на смс быстрыми заготовками, не хватает яркости экрана, стоковый ремешок не порадовал, мало watchface'ов, как и мало тренировок. Настроек на самих часах практически нет, ну и в принципе часы сами по себе имеют мало функций. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, лучше смотреть сразу в долларах, потому что, опять же, идеальный вариант на данный момент — это покупать что-то через Kiwi кошелек. В чем плюс? Плюс от 20% до 40%, потому что Али все время ставит какой-то нереальный курс для доллара. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, закидывайте в корзинки все, что вам понравилось, потому что 28 числа уже начнется распродажа, по-любому будут какие-то купоны от продавцов, по-любому будут промокоды. Следите, обязательно вам сообщу, что будет новенькое. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Вроде бы есть игры, в которых можно выбить 1000 рублей от 3, и это такая неплохая скидка. Резюмирую, внешне, конечно, они неплохие, не считая огромных рамок вокруг экрана. В принципе, могу советовать только тому, кому внешка зашла и достаточно тех функций, которые у них на борту. Сборка хорошая, материалы отличные, не считая ремешка. Подписывайтесь на телеграм взаимопомощи, там всегда мы помогаем друг другу без мата, хамства и рекламы. И в ВК подписывайтесь, если вы смотрите этот ролик не через VPN, это хорошо. Девайсу скромное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.